Каким болезням подвержены разные знаки зодиака? Астрология неизбежно вошла в нашу жизнь. И практически каждый человек знает, под каким знаком зодиака он родился. Но мало кто предполагает, что соответственно каждому знаку зодиака есть предрасположенность к определенным заболеваниям. Овен. Представителей этого знака природа с рождения наделила хорошим здоровьем. Но, увы, мало кто из овнов заботится о нем. Поэтому неудивительно, что со временем у них обнаруживается целый букет болезней. Слабое место овнов – голова. Летом они легко могут получить солнечный удар, а зимой им может грозить отит, или спазм сосудов головного мозга. Поэтому в холодную погоду они должны одевать на голову шапку, а летом – головной убор, защищающий от солнца. Кроме того, у овна может быть травма, связанная с головой или лицом. Им необходимо обращать внимание на позвоночник и сердечно-сосудистую систему. Часто они страдают и гипертонией. Чтобы уберечь себя от болезней и травм, овну следует быть более здравомыслящим. Сбалансированная диета поможет укрепить иммунную систему и улучшит здоровье. Телец. У тельцов, как и у овнов, изначально хорошее здоровье. Но есть и у них свои слабые стороны. Это гортань, горло и кишечник. Многие заболевания, которыми они могут болеть, берут начало с горла. Сперва начинается ангина, которая переходит в острый бронхит. После бронхита – астма. Есть большая вероятность, что в результате аллергии может возникнуть отек горла. Таким образом, о горле и гортани они должны заботиться больше всего. Не пить слишком много холодных напитков и не переохлаждаться. Из-за любви вкусно и много поесть у тельцов могут быть проблемы с избыточным весом. Чтобы комфортно себя чувствовать, они должны больше двигаться, а еще лучше регулярно заниматься спортом. Чем активнее телец, тем больше у него здоровья. Близнецы. У близнецов проблемы со здоровьем начинаются в детстве. Большая часть из них психологические. Различные неврологические расстройства и неуверенность в себе приводят не только к ослаблению иммунитета, но и к частым простудам. Из-за стресса и изобилующей эмоциональности у близнецов может появляться на коже сыпь. Чаще всего это происходит на нервной почве. Также они склонны к аллергии на продукты питания и медикаменты. Еда должна содержать большое количество кальция и фосфора, витаминов группы В, С, Е и Д. Возможность расслабиться и отстраниться от негативных эмоций поможет представителям этого знака сохранить свое здоровье. Рак. Раки, как и близнецы, эмоциональны и чувствительны. Любые их личные проблемы могут стать отправной точкой развития тяжелой болезни. Они часто страдают от простуды, насморка и боли в горле. Женщина-рак должна всегда следить за молочными железами. Есть вероятность возникновения мастита и даже рака молочной железы. Раки очень тревожны, поэтому есть тенденция к язвенной болезни и гастриту. Они также склонны к отеку, поэтому им не следует употреблять много жидкости. И имеет смысл воздержаться от пищи с большим количеством сахара, растительных жиров и крахмала. Главная задача рака – прекратить волноваться по пустякам, обманывать себя и принимать все близко к сердцу. Следует помнить, что психическое здоровье рака напрямую связано с физическим. Лев. Представителям этого знака необходимо обращать внимание на позвоночник и сердечно-сосудистую систему. Инфаркты миокарда у львов случаются нередко. Для поддержания сердца им необходимо есть пшенную кашу. В пшене содержится много калия, необходимого для нормальной работы сердца. Огуречный сок, он укрепляет сердце и кровеносные сосуды. А также курагу и грецкие орехи. Не стоит употреблять животные жиры, они ведут к атеросклерозу. Эмоциональное состояние львов влияет на обмен веществ. Поэтому им желательно стимулировать нервную и пищеварительную систему. Необходимо заниматься спортом. Очень полезен бег в гору. Это укрепляет сердечные мышцы и не позволяет набирать лишний вес. Дева.
Когда дева ведет активный образ жизни, занята интересной работой или семьей, у нее нет времени, чтобы подумать о своих болезнях. Поэтому она считает себя абсолютно здоровой. При возникновении малейшего стресса или депрессии на деву сразу наваливаются болезни одна за другой. Во всем виновата ипохондрия. На самом деле наиболее уязвимыми органами являются желудок и кишечник. Девам следует очень осторожно подходить к выбору продуктов. Пища должна быть свежей и желательно не тяжелой. Нужно остерегаться алкоголя и слабительных. Это наиболее раздражает желудок девы. Очень часто у них возникают проблемы с кожей. Перхоть, экзема, воспаление сальных желез. Чтобы избежать подобных заболеваний, нужно исключить из рациона слишком жирную и острую пищу. Весы. У весов наиболее уязвимые части тела – позвоночник и почки. Они большие гурманы и не могут жить без экзотических продуктов, соусов и острых приправ. После еды такая пища заставляет много пить, что они и делают, обременяя и без того уязвимые почки. У весов очень часто бывает искривление позвоночника и остеохондроз. Кроме того, у них неустойчивая нервная система. И несмотря на то, что с виду они создают впечатление вполне счастливого человека, в душе у них всегда страдания и сомнения. Весам необходимо много отдыхать и расслабляться. Их внутреннее равновесие является ключом к физической гармонии. Скорпион. Периодически съедая себя порочными и тяжелыми думами, представители этого знака могут заболеть очень тяжелой болезнью. Многие болезни скорпионов от их мыслей. Скорпион должен беречь сердце, носоглотку, позвоночник и ноги. Часто встречаются у них болезни кровеносной системы и варикозное расширение вен. Высокий риск инфекционных заболеваний, остро-респираторных, передающихся воздушно-капельным путем, и инфекционных, передаваемых половым путем. В рационе скорпиона должны присутствовать свежие овощи. Редис, капуста и спаржа. И, конечно, фрукты. Черная вишня, крыжовник, инжир и слива. Эти продукты не только выводят шлаки, но и помогают организму бороться с различными инфекциями. Стрелец. Самый важный орган стрельца – печень. Стрельцы очень любят хорошо приправленные блюда и просто не могут жить без калорийных десертов. Все это, конечно, рано или поздно приводит к болезням печени, а из-за нерегулярного питания часто болит и поджелудочная железа. Чтобы избежать подобных болезней, стрельцам нужно привести в порядок свой рацион. Для поддержания печени необходим витамин С. Он содержится в шиповнике, облепихе, черной смородине и красном перце. И витамин В, им богата проросшая пшеница, печень теленка и яичный желток. Из-за чрезмерных нагрузок у стрельцов часто бывают нервные расстройства. Они должны много отдыхать и есть больше фруктов и овощей. Козерог. У представителей этого знака слабое место – зубы и кости. Поэтому им необходимо укреплять костную ткань. В этом им помогут такие продукты, как миндаль, семечки, орехи, сельдерей, шпинат, бананы и фасоль. У козерогов достаточно вялый обмен веществ. Поэтому лучше всего избегать сильно жирной, острой и пряной пищи. Самые полезные продукты для них – содержащие белок и железо. Козероги склонны к меланхолии, поэтому подвержены частым психическим заболеваниям. Как правило, такая болезнь может затянуться и стать хронической. Представители этого знака должны как можно больше времени проводить на солнце. Горный воздух и теплый солнечный климат для них – идеальный вариант. Также необходимо поддерживать себя витаминными комплексами и не пренебрегать массажем. Водолей. Среди рожденных под знаком Водолея сильно распространены заболевания сосудов. Таким образом, водолеи должны есть продукты, богатые витаминами группы В и Е. У них случаются проблемы с обменом веществ. Поэтому обязательно нужно употреблять свежие фрукты и овощи.
В них содержится хлорид натрия, способствующий нормализации работы кишечника. Водолеи должны серьезно относиться к своему здоровью, так как большинство болезней происходит у них скоротечно. И именно они умудряются болеть самыми редкими и недиагностируемыми заболеваниями. Они тяжело переносят резкую смену погоды. У них болит голова, скачет давление и нарушается сон. Существует также предрасположенность к артриту и тромбофлебиту. Для поддержания здоровья им необходим активный образ жизни и частая смена обстановки. Рыбы. Рыбы сильно мнительные и из небольшого недуга готовы сделать целую трагедию. Иногда они не прочь посимулировать. Основная их проблема – иммунитет, ослабленный в результате переутомления и стрессов. Все болезни так и цепляются к ним из-за их неспособности бороться с вирусами, микробами и сбоями в работе внутренних органов. Желательно принимать витамины. Рыбы должны обязательно соблюдать не только режим дня, но и регулярно питаться. У представителей этого знака могут быть проблемы с обменом веществ. Также они страдают отечностью. Поэтому им необходимы продукты, богатые белком. К ним относятся постное мясо, яйца, орехи, йогурты. Эти продукты способствуют выведению жидкости из организма. Рыбы должны обращать внимание на ноги и ступни, так как есть предрасположенность к варикозному расширению вен, ревматизму и отекам. Ноги должны быть сухими и в тепле. Для профилактики заболеваний ног принимайте ножные ванны с морской солью и травами. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда.